Приветствую всех на канале Авакадни. Мы в самом центре туристического променада Эль-Мамша в 10 минутах езды от международного аэропорта Хургады. Это наш первый обзор отеля только для взрослых. На сезон лето-осень 2026 стоимость проживания в The Grand Palace самая низкая из всех отелей курорта, работающих в формате размещения 16+. Grand Palace – один из отелей сети Red Sea. Территория его небольшая, но очень уютная, с множеством стильных локаций. Лаунж-зоны с водными лежаками, диваны-шатры, качели-коконы, шезлонги в виде вигвамов, и все это на фоне цветущего сада. Отель начал принимать гостей в 2019 году и буквально после нескольких месяцев закрылся из-за пандемии, а возобновил работу только в 2021, так что можно считать его одним из новых. Бесплатный Wi-Fi только в холле со стойками регистрации, в номерах и на территории за доплату. Вот прайс-лист, стоимость указана в евро. В разы выгоднее купить eSIM, например, на сайте Trip.com. Это карта отеля и инфолист. Можно нажать паузу и изучить, кому интересно. Одна часть лобби-бара находится в холле. Здесь освежающие напитки, кофе и сладости. Вторая часть на веранде. Все бутилированные напитки за доплату, а по системе все включено, подача только в стаканах. К обзору баров мы еще вернемся, а пока идем заселяться. Покажу два варианта номеров. Это полулюкс, без конкретизации вида из окна, в корпусе А. Самый дешевый вариант размещения в Grand Palace. В комнатах просторно, светло и чисто. Номер условно разделен перегородкой на две части – спальню с туалетным столиком и зону отдыха с диваном и телевизором. Пляжные полотенца в номерах, на территории нет центров выдачи полотенец. В мини-баре при заселении были литровые кола, фанта и спрайт. Пришлось все это убрать, так как нам друзья привезли подарков. Спасибо Олегу и Сергею. Несмотря на наличие дивана, максимальное количество гостей в любой категории номеров Grand Palace – 2 человека. Троих не заселят, при том, что площадь номера позволяет. Прикол про постельное белье. Простыня и наволочки белые, а пододеяльник бежевый. Также было в отеле одноименной сети Grand Resort. Обзор можете найти у нас на канале. Но там из-за плохого качества ткани не сразу поняли, что так и задумано. Казалось, пододеяльник просто застиран до желтизны. Вдоль всего коридора шкафы с полками и вешалками. Есть халаты, тапочек нет. Ванная комната с раздвижными дверьми. За одной перегородкой душ, за другой унитаз. Косметические средства в дозаторах. Вид с нашего балкона в сторону теннисных кортов соседнего отеля той же сети – Grand Hotel. Позже пройдем туда и покажу, чем можно пользоваться на его территории гостям Grand Palace. А вот еще один вариант номера – это Junior Suite Sea View в корпусе B. Планировка немного отличается от предыдущего, но думаю, это связано не с видом из окна, а скорее с месторасположением в корпусе. Здесь в душевой кабине есть дверца. Основная дверь в ванную комнату обычная, а не раздвижная. Вместо шкафов – гардеробная. Комната без перегородки и диван, и в целом площадь номера поменьше. Еще раз про постельное белье. Ребята не скупились на чаевые, и для них нашлись наволочки под цвет пододеяльника. Вот так выглядит очень даже симпатично. Бутилированная вода называется Софи. Такая во всех отелях сети Red Sea. И как я уже говорила в других обзорах, домой такую не покупаем. И вот он какой вид на море. Честно говоря, камера не передает всей красоты. Вживую это все намного приятнее смотрится. И еще одна категория номеров – Swim Up. Вид может быть как во внутренний двор Grand Palace, так и в сторону соседнего Grand Hotel, куда мы сейчас и направимся. Помимо теннисных кортов в Grand Hotel есть бильярд и небольшой тренажерный зал. Интересно, что для гостей Grand Hotel и Grand Resort спортзал только за доплату, а для гостей Grand Palace включен в стоимость. Вечерами в баре на веранде шоу-программа и импровизированная дискотека. Гости Grand Palace могут брать напитки в этом баре. Каких-то грандиозных зрелищ не ожидайте, сцена на них не рассчитана, да и отель дешевый, а соответственно и шоу самые бюджетные.
Например, в один из дней по расписанию было заявлено International Dance Show, но вместо него приехал Танура и с большим опозданием. Еще раз уточню, что сейчас в кадре не Grand Palace, обзор которого вы смотрите, а соседний Grand Отель, который разрешено посещать гостям Grand Palace. Ведь в самом Grand Palace нет ни бильярда, ни спортзала, ни сцены, ни танцплощадки. Возвращаемся в наш отель для взрослых, и вот как проходят вечера в нем. Есть несколько баров с верандами во внутренний двор отеля с видом на цветные фонтаны и еще один с балконом в сторону туристического променада. На веранде лобби-бара по вечерам живая музыка. Напитки по системе «все включено» до полуночи, а после только за доплату. Весь алкоголь египетского производства и самый дешевый. Вино пакетированное, шампанского нет. Крепкие напитки в пластике, такие же, как в двух соседних отелях, стоящих в 2 раза дешевле, чем Palace. Это неудивительно, ведь даже в самом новом и самом дорогом отеле этой же сети Эль-Каср Сах-Аль-Хашиш ситуация с выбором горячительных не намного лучше. Так что, кто привередлив, привозите с собой из дьюти-фри или можно заказать доставку в отель из алкомаркетов Хургады. Помимо баров, на втором этаже главного здания до 23:00 работает кондитерская с тортами и мороженым. Переходим к теме питания и сначала покажу два а-ля карт ресторана. Посещение их входит в стоимость, но необходима предварительная запись. Советую выбирать самое раннее время ужина, пока на улице светло, ведь из обоих ресторанов, в которых мы были, открывается панорамный вид на море и яхты. Это а-ля карт Блю с итальянской кухней, находится он прямо на берегу. Красивая посуда, большой выбор блюд, быстрое обслуживание, все вкусно, нам понравилось. А это Sky Lounge на крыше главного здания с интернациональной кухней. Одно из преимуществ отеля – его месторасположение – пешеходный променад Эль-Мамша. В пешей доступности ночные клубы Little Buddha и Elements, два магазина беспошлиной торговли, Стелла, Люблю Хургаду, сувенирные лавки, кафе, аптеки и супермаркеты, в том числе Carrefour. Самая спорная тема в Гранд Палас – пляж. Пожалуй, это единственный нюанс, из-за которого я не могу смело рекомендовать отель. Поясню. Изначальные данные участка береговой линии очень даже хороши. Он протяженный, с пологим песчаным входом в воду, песок крупный, местами мелкая галька, вода прозрачная. Полноценного рифа рядом с берегом нет, но какая-то живность присутствует. Вот туристы плавают с масками. В течение всего дня на берегу работает кафе, бар и станция свежевыжатых соков, а также официанты принимают заказы у лежаков и разносят напитки, закуски и мороженое. Есть пара аквагорок, волейбольная площадка, качели нескольких видов, в том числе коконы. Лежаки деревянные с матрасами и заслонки от ветра под каждым зонтом. Была ситуация, когда гости не поделили место. Точнее, одни заняли и ушли, другие пришли, скинули полотенце и сами легли, первые вернулись и устроили скандал. В общем, вечная история, как во многих отелях Египта и Турции. Так вот, респект работникам отеля. Они достаточно быстро урегулировали конфликт, не выясняя, кто прав, кто виноват. Принесли мобильные зонты и лежаки. А на следующий день провели работы по установке дополнительных стационарных зонтов. Теперь минусы. Прямо напротив пляжа огромная парковка яхт. Когда они стоят без движения, вроде бы не доставляют дискомфорта, но в один из дней были какие-то массовые перемещения, и грохот стоял просто невероятный, а нагазовали так, что дышать было нечем. Не знаю, как часто такая история повторяется, я такое впервые застала. Еще один момент.
Слева от отельного пляжа находится заправочная станция, куда в течение всего дня приходят лодки и корабли. Ну то есть в любом случае, в том или ином объеме какой-то посторонний шум и какие-то посторонние запахи не исключены, даже когда основная часть припаркованных яхт неподвижны. Кто-то спрашивал у меня в комментариях про судьбу отеля The Grand Marina. Вот его корпус, он закрыт. Как сказали сотрудники, из-за бюрократии. И последняя тема нашего обзора – питание в основном ресторане по системе «Шведский стол». Конечно, будет уместна ремарка, что мы оцениваем египетский отель и египетские возможности. Ставлю 10 баллов из 10, и это не только мое мнение. Друзья, прилетевшие в Гранд Палас, согласны, что и выбор, и качество блюд очень достойные, а они, между прочим, постоянные гости таких элитных турецких отелей, как «Титаник Делюкс Гольф Белек», «Макс Роyal» и «Регнум». Есть уголок азиатской кухни, и повар не египтянин, а именно азиат. Суши и роллы здесь все с рыбой, а не с морковкой, как чаще бывает в Египте. Лучше, чем эти, я видела только в азиатском а-ля карт отеля Jazz Elite Asteria. Морепродукты в том или ином виде были каждый день. Много мяса в разных вариациях. Хорошая сырная нарезка. Два шоколадных фонтана каждый вечер. Само собой, рис, макароны, овощи свежие, маринованные, отварные, жареные, запеченные. 9 видов мороженого. И вообще сладкий стол очень разнообразный, при том, что в отеле детей нет. Кому это все? Если остались вопросы, пишите в комментариях, всем отвечу. Ставьте лайк и подпишитесь, чтобы не пропустить новые обзоры.